Добрый день, друзья! Сегодня хочу показать вам, как готовлю свои любимые медовые пряники. Рецептов пряников существует огромное количество, и каждый по-своему хорош. Но этот один из тех, к которым я возвращаюсь снова и снова. Получаются они мягкими, ароматными и очень домашними. А украсть их можно как душа пожелает. Расписать белоснежной или цветной глазурью. Добавить посыпки или блестящие бусинки. Дайте волю фантазии. В кастрюле смешиваю 150 граммов сахара, щепотку соли, 160 грамм меда, 1,5 чайной ложки какао и специи по вкусу. У меня 1 чайная ложка свежего имбиря, 1 чайная ложка корицы и буквально на кончике ножа мускатный орех и кардамон. Ставлю на медленный огонь и подогреваю до полного растворения сахара. Когда масса вот-вот начнет закипать, добавляю 1,5 чайной ложки соды. Смесь сразу начнет пениться, так и должно быть. Выключаю огонь, добавляю 130 грамм сливочного масла и размешиваю до однородной гладкой массы. Даем ей остыть примерно до 50 градусов, просто чтобы она была теплая, не горячая, и вмешиваем одно яйцо. Теперь постепенно подсыпаем муку, примерно 450 грамм. Сначала замешиваю тесто прямо в кастрюле, а потом перекладываю на стол и добавляю муку понемногу. Тесто должно получиться мягким, пластичным и почти не липнуть к рукам. Когда тесто готово, делю его на порции. Оборачиваю каждую пленкой и отправляю в холодильник на 6-8 часов. В процессе созревания оно не только становится пластичнее, но и вкус заметно усиливается, становится глубже и богаче. Раскатываю тесто на силиконовом коврике, слегка присыпав его мукой. По бокам подкладываю линейки, у меня по полсантиметра. Так получается ровная толщина. Фигурки можно вырезать обычными формочками, или, как я, заранее заготовленными трафаретами из пергамента или картона. Обрезки теста перед повторной раскаткой обязательно отправляем в холодильник, так они станут плотнее и не будут тянуться. Выпекать можно как на пергаменте, так и на силиконовом коврике. Выбирайте, что удобнее. Отправляю разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю около 9 минут. Готовность проверяю легким нажатием на центр пряника. Если они пружинят, значит все готово. Если хотите красиво расписать пряники, им нужна ровная поверхность. Сразу после духовки аккуратно накрываем пряники чем-то тяжелым. Подойдет доска или поднос. Чтобы пряники не прилипли, прокладываем между ними пергамент. Медовые пряники – настоящие долгожители. Они спокойно хранятся от 3 до 4 месяцев, до полугода, сохраняя вкус и мягкость. Особенно если положить их в герметичную упаковку и держать при комнатной температуре.